Что мешает вашей реализации, что поможет реализовать ваш потенциал? Здравствуйте, мои дорогие, меня зовут Юлия, я очень рада приветствовать вас на своем канале. По традиции хочу поблагодарить за лайки и комментарии, которые оставляете под моим видео. Конечно же, благодарю тех, которые финансово вкладываются в этот канал, понимая, что эта работа очень ценна для них, принимая самое лучшее из моих раскладов и реализуя это в своей жизни. Я верю, мои хорошие, что вам вернется в разы больше. Я это точно знаю и прошу об этом Вселенную. Сегодня хотела бы посмотреть расклад, который был оглашен выше, тема. Что же мешает вам вашей реализации, да? Каким образом вам поступить, и посмотрим вообще общую ситуацию, картинку, как достичь того уровня, да, до которого вы сейчас стремитесь, к которому вы сейчас стремитесь. Сегодня хочу сделать расклад, никогда не делала на этой колоде, как-то не получалось, у меня не хотелось почему-то, но вот она мне уже шепнула, что хватит меня не очень любить, хотя я всех люблю, да, ну вот все колоды, да, но здесь особый случай, почему-то здесь не откликаются мне картинки, но очень яркие выражения, посмотрим на этой колоде Таро ангелов и будем смотреть данный расклад. Давайте тогда смотреть сигнификацию вашу на сегодняшний день. Что сейчас? Такие большие карты. Что сейчас на сегодняшний день? Какая отправная точка ваша? Ваша отправная точка. Смотрим. Королева мечей. Так, мечи у нас отправная точка. Это серьезная такая женщина, принимающая решения. Вы знаете, вам говорят, что именно это вам и мешает. Вот вам нужно избавиться от этого. Избавьтесь от того, что вам мешает. Вот та ситуация, которую вы хотите прям в корне решить, нужно вот как-то более с юмором подходить. Вы очень серьезно к этому подходите. Но много плюсов. Плюсы какие? То, что вы для себя приняли, что вы можете сделать свою судьбу сами, как-то вот независимо от окружающих, имеете свой какой-то опыт, более так реалистично и подходите к ситуации. Это помогает. Семерка мечей. Хитрая карта, да, хитрая карта, карта хитреца. Вам говорят о том, что те планы, которые вы построили, нужно немножечко поменять, пересмотреть. Что-то очевидное, то, что вы не хотите принять. Вот мы сейчас посмотрим, что же это. Туз жезлов. Какие-то новые возможности. Здесь вам говорят о том, что сейчас нужно вот как-то пересмотреть ту ситуацию, в которой вы находитесь. Вот вы идете каким-то путем, но его нужно пересмотреть. Вот просто сесть, задуматься и пересмотреть, насколько правильно вы идете. Возможно, поменять путь. Потому что вы можете отказаться, знаете, от чего? Случайно так отказаться. Вы просто очевидно не хотите принять, вот вам говорят, то, что есть какие-то другие захватывающие горизонты, новые абсолютно возможности, и то, что вы можете еще вырасти еще больше, чем вы есть на самом деле. Все что угодно может быть, и карьерный рост, и развитие нового бизнеса. Вам говорят, что вот прямо сейчас начинайте менять свою жизнь. Вот прямо вот с этой секунды, когда услышали об этом. Так, что еще по сигнификации? Еще бы хотела одну карту буквально вытащить. Угу. Тут по дьяволу некое ложное такое чувство. Вы вот крайне вот сосредоточены действительно на какой-то проблеме, которую считаете важной для себя. Какие-то материальные вещи, может быть, вас интересуют больше зациклены на чем-то материальном. Вас что-то, знаете, как будто бы пугает. Если вы чего-то не достигнете, вы прям вот, вы не вы будете.
мысли, которые основаны на страхе. Здесь по королеве мечей вам говорили, что больше с юмором, да, относиться к самой ситуации. Не зацикливаться на тех материальных вещах, которые вот сейчас вот крутятся в вашей голове. Не зацикливаться, хотя стремиться, потому что туз жезлов — это новые горизонты. Когда убрать доллары в глазах, да, когда их немножко усмирить, понять, что, ну да, возможно, это не главное, конечно же, но иметь в виду, что было бы неплохо. Но у вас вот буквально такая зацикленность тут показана. Такая излишняя сосредоточенность, как говорится, на материальных вещах. Отрицательные или основанные на страхе мысли. Когда движет человеком страх, путь его вот не совсем правильный, он скорее ложный, чем верный и светлый. Вот исходя из того, что не страх должен руководить вашими действиями, а некое желание, наоборот, вот не от кнута, а от пряника. Да, то есть захватывающим возможности вас должны привлекать. А не кнут, который говорит, что ты станешь бедным, никчемным, никому не нужным. Вот как-то так. Угу. Вот то, что вам хотят говорить. То есть это исходная точка. Хорошо. Дальше. Что еще нам хотят сказать? Что же тогда мешает? Что еще мешает в достижении цели, в достижении той реализации, о которой вы мечтаете? Семерка чаш. Ну, конечно же, это что-то такое иллюзорное. Много возможностей, но вам нужно принять вот именно особое такое решение. Каждое действие нужно вот прям анализировать, смотреть, насколько вот той или иной задача, та или иная задача, она является важной, потому что есть срочные, да, есть какие-то еще какие-то ненужные задачи, которые вы выполняете, но не сосредотачивайтесь на важных задачах. Тут говорят о том, чтобы вот как-то мы прекратили откладывать вот важные дела на потом. Никогда не откладывайте дела с одного дня на другой. Так. Туз чаш. Вы можете достичь того, чего желаете, благодаря вот просто вот этому маленькому посланию, о котором вам говорили выше. Если брать из того, что мешает, то по тузу чаш здесь вот как-то влюбленность, да, либо вы не завершаете дела, то, что вам не нравится в данный момент, вы просто можете бросить, отложить, хотя это дело важное, и перейти на следующее, да, к следующему делу. Вы как-то зацикливаетесь. Тут больше проявляется как раз этот самый дьявол, когда зацикленность на каких-то процессах, срочных, ненужных, неважных. А важные дела как-то проходят мимо, и вы их не делаете. Тут говорят о том, что по семерке чаш нужно распланировать правильно и сложное решение принимать все-таки, не откладывать на потом. Вычленить сложное решение, сесть, подумать, вычленить то сложное решение и именно делать самое важное задание, которое ведет вас к цели. Вот сейчас подумайте, какое важное задание, какой важный такой шаг вы должны сделать, первый из многих, да, шагов, который приведет вас все-таки к цели, к тому, что вы хотите. Тут говорят о духовном росте, о повышении интуиции. Новый дом, пишет здесь карта. Что еще мешает? Туз динариев. Но тут сосредоточенность вот по дьяволу, да, сосредоточенность, все-таки есть иллюзии какие-то, есть все-таки нежелание делать важные дела, а только то, что вот срочное, либо то, что вот только сейчас нравится. Рядом с дьяволом туз чаш обозначают все-таки те дела, делишки, которые не приносят результата, должного результата, а только краткосрочные какие-то удовольствия. Туз пентаклей говорит о том, что
есть все-таки то, что мешает, да, есть все-таки некая зацикленность по дьяволу тому же, с тузом пентаклей, на какой-то материальной составляющей. Но здесь еще просят обратить внимание на что? На то, что вот если это все принять во внимание, то приток, денежный приток, да, приток изобилия, приток вашего такой силы, энергии, он приведет вас к реализации, что вы сможете этого достичь. Вы сможете создать такое многообещающее какое-то предприятие деловое. По тузу Пентакли это очень важные документы, заключение каких-то договоров. Возможно, что-то вы откладываете на потом, контракты какие-то. Так, давайте посмотрим теперь, что же тогда помогает вам, что поможет вам в реализации ваших желаний, достижении целей, реализации вас. Что поможет? Покажите, пожалуйста. Восьмерка мечей. Что поможет? Выйти из этой ловушки все-таки. Вот из дьявольской ловушки делать только краткосрочные какие-то удовольствия, дела и не задумываться о более важных вещах, которые ведут к цели. Вот из этой ловушки надо просто выходить. Восьмерка мечей, карта ловушки. Вам нужно вырываться из нее. Посмотрите, здесь единорожек вырвался из стада единорогов. Вам нужно убежать. Приобрести некую такую уверенность в себе и не бояться принимать решительные меры по реализации вашей мечты, ваших желаний, вашей реализации. Что еще помогает? Четверка мечей. Поможет осознанный отдых. Видите, как здесь единорожек лежит, отдыхает. Здесь другие смотрят, как это она так может, да, прилечь. Вот. Но здесь все-таки пришло время самого того отдыха, когда вы и работаете, делаете важные дела и отдыхаете. Может, это мне сейчас тоже говорят, потому что я ночью записываю видео, люблю так иногда, но значит, пришло время отдыха. Нужно правильно распределить день и делать правильные действия. Говорят, давайте себе больше времени, чтобы принимать решения. То есть немножко подождать можно, да, и принимать решения, то есть осознанно уже. Если есть какая-то проблема, то поразмыслить над этой проблемой, крайне необходимо, чтобы с легкостью потом найти какой-то ответ на те вопросы, которые задаете вы Вселенной. Вселенная ответит. Вот именно в таком положении, когда вы отдыхаете, если вы не будете отдыхать, Вселенная не сможет вам ответить, потому что вы в этом беге из ловушки или находясь в той же самой ловушке, по кругу бегая, да, вы никогда не получите ответ от Вселенной, но только в отдыхе, в осознанном отдыхе вы сможете получить эти ответы. Что тут говорят? Тут по большей части обычный тайм-менеджмент нашей жизни, когда мы правильные действия совершали, которые нацелены именно на достижение результата, и отметаем те действия, которые не ведут к достижению той самой цели, мечты. Есть мечта. Нужно делать только то, что ведет вас к мечте. То, что вас не ведет к ней, не делать. Отдых — это тоже одно из действий, которое ведет вас к мечте, потому что вы во время отдыха получаете ответы от Вселенной. Во время сна вы, возможно, даже можете получать эти самые ответы. Так, еще что помогает? По сути, вот это все вас подготовило. Вот все, что выше сказано, прокручиваем, смотрим еще раз. Вы готовы. Теперь у вас абсолютно есть все, чтобы достичь вот тех поставленных целей. Замечательно, просто поговорили со мной карты эти. Я обожаю вас. Жизнь волшебна, говорят вам. Вы можете все. Вы наконец-то приобрели тот маленький козырь в вашем рукаве,
который приведет вас к реализации вашего желания, ваших целей, вашей реализации. Вот такое маленькое гадание я хотела сделать для вас. 7 динарев. Немножечко подождать, да, вот семена посажены в землю. Временная пауза в действиях, конечно же, происходит. И не о чем беспокоиться. То есть все, что выше сказано, просто применяем в жизни. И вы маг, вы готовы. И у вас абсолютно все есть. Дорогие мои, вот такой вот маленький такой раскладик. Я бы хотела, чтобы вы приняли все, что необходимо из этого расклада. И реализовалось ваше самое заветное желание, реализовались вы как личность. То, что вы хотите, вот пускай реализуется. А я буду с вами прощаться. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.